Доброго времени суток. В этот раз даже не прогар. Вышел небольшой батабум, после которого осталась сопловая часть, торцевая заглушка и пару кусочков фюзеляжа, гильзы. Остальная часть гильзы сильно обгорела, и я не стал тащить ее в комнату. Да, она еще и дурно попахивала гарью. Объективные причины аварии на огневых испытаниях связаны с уменьшением критического сечения штуцера. У латунного штуцера критическое сечение было где-то 7,5-7,7 мм, а у этого вышло 6,5 мм. Уменьшение критического сечения сопла дало рост давления. Судя по тому, что детали корпуса отлетели максимум 1,5 метра, превышение давления было незначительным. Ну а факт отсутствия обожженных краев утверждают, что подгара стенок не было, чистое давление хлопнуло. Вот. Из всей этой печальной картины особое внимание привлекает штуцер, у которого нет следов разгара. То есть он остался таким, каким и был практически. Это значит, что с ним надо продолжить дружить. Он сейчас имеет 6,5 мм внутренний радиус. Я уже приобрел сверлышко на 7, и у меня было в загашнике сверлышко на 8. Хочу рассверлить его до 8 мм. Это даст падение расчетного давления с 9 до 5 атмосфер. Несмотря на то, что, как мне кажется, превышение давления было незначительным, и сечение латунного штуцера было 7,5 мм, рассверливать буду на 8. Вот. Для чего это нужно? Для того, чтобы получить некий запас прочности. Ведь в перспективе двигатель будет устанавливаться на ракету, а там не хотелось бы, чтобы были неудачные запуски. Вот, тем более, что они будут связаны с получением разрешения на все это дело. Вот. Ну а в перспективе думаю, что испытывать камеры на давление надо до огневых испытаний. Ну, не знаю, маслом или водой. Ну и, собственно, наблюдаем за процессом разрушения ракетного двигателя давлением газов сгорающего топлива.